Всем привет! Сегодня поговорим о том, какой компьютер купить для фотографа, потому что все, что в интернете есть, это для школоты, чтобы в игрульки поиграть, ну или максимум что-то для монтажа. А вот чтобы для фотографов, почти все видео либо устарели, либо задротские, что вообще не понять ничего. Объясню тебе быстро, без сложных технических терминов, максимально просто, чтобы можно было спокойно собрать себе компьютер, выбрать тот компьютер, который подойдет именно тебе, ну, не знаю, например, Mac. Да, рекомендуемый список железа внизу под видео прикреплю. Но есть нюансы, поэтому прежде чем в список лезть, ты смотри видео до конца, чтобы понять, что вообще там написано. Там надо будет сделать определенный выбор, а без понимания того, что происходит, ты сделать выбор не смогешь. И да, если ты смотришь это видео из будущего, там, 2030 года, список я раз в месяц обновляю, он актуален, поэтому если даже сейчас тебе ничего не надо, то чтобы потом найти видос, обязательно лайкни, напиши комментарий, вообще напиши, что бы ты вообще выбрал сам для себя, для ретуши, почему. Я уверен, что многим будет очень полезно и интересно почитать. В общем, соберем под этим видео библиотеку, кто чем пользуется. В общем, очень старался, поэтому обязательно товарищу скинь это тоже видос, ему тоже пригодится. В общем, собираем с вами разные решения для ретуши, самые бюджетные, самые топовые. Меня зовут Станислав Ванинский, давайте уже начинать. Видос будет долгий, но обязательно весь посмотри, внизу есть временные метки, если что, можно выбирать по главам, которые тебе более актуальны. Итак, у меня самого до недавнего времени был комп 2018 года, я его в 2018 собрал. Он, кстати, по-прежнему вся тянет, что касается фотографии, то есть все нормально по фоткам. Но вот видеомонтаж 4К 60 10 бит уже, собственно, тупить начинает. И в целом уже начал уставать, я задумался о замене. Оттягивал момент как можно вообще долго, потому что по железу выбрать, собственно говоря, было вообще нечего. Ну вот дождался оперативки по 50 тысяч рублей. Дальше будет только хуже, и не надо приводить всякие вот эти дурацкие хайповые статьи, что вот уже дешевеет и вот-вот уже упадет. Хрена лысого. У меня друзья работают в этой сфере, прайс на осень уже просто пугающий, поэтому рекомендую вам тоже не тянуть с покупкой компьютера, смартфона и так далее, в общем, всего чего, где оперативка используется. И сразу объявление тем, кто выбирает комп, чтобы не только пофотошопить, но и в современную игрушку поиграть. Это видео не для игрунов. Игрушки я не учитываю. Это последняя игра, в которую я играл, была Need for Speed, по-моему, Most Wanted называлась, в общем, в 2005 году, это 20 лет назад. А также данная сборка не самая оптимальная для видеомонтажа, но этого мы все равно с вами коснемся. Ну а что там лучше для 3D-графики или автокада, я в принципе понятия не имею. Про это вообще в статье, то есть в нашей с вами видео, естественно, назовем его, ничего не будет. Здесь мы рассматриваем железо для задач именно фотографов и ретушеров. Если вы хотите собрать комп по рекомендациям с игровых каналов, то вы, спешу вас огорчить, игры используют железо совершенно по-другому. То, что хорошо тащит современную какую-нибудь игрушку, вообще мало полезно для Lightroom, Capture One и Photoshop. Уверен, многие скажут, что тут думать? MacBook надо брать, без вариантов. Увы, не все так просто. Так как почти все, кто ко мне обращается за консультацией по фотографии, вы, кстати, тоже можете это сделать, любой вообще, собственно, из соцсетей, помогу с подбором компьютера, камеры, объективов и так далее. Вообще отвечу на все ваши вопросы по фотографии. В общем, обычно все, кто обращается с этим, сразу спрашивают, а какой ноутбук купить? И да, сколько людей, столько мнений. То, что хорошо подходит для одного, плохо вообще никак не подходит для другого. Это надо тоже понимать, учитывать. По моему личному, субъективному мнению, не претендую. Как я считаю, что ноутбук это не лучшее решение для фотографа. И вообще, как машина для ретуши. Ноутбук это всегда компромисс. Также вы переплачиваете за ноутбук в 2-3 иногда раза. Ну и если это, допустим, у вас какая-то вынужденная мера, вы берете ноутбук, ну, не знаю, например, переезжаете каждый месяц, или из мебели у вас только кровать, или вы снимаете 3 съемки в месяц, то есть ретушируете с каждой съемки всего там 5-10 фоточек и так далее. В общем, сценариев может быть миллион. Я в этом видео исхожу из задач профессиональных фотографов, ретушеров, у кого много съемок, собственно говоря, или планируется много съемок и очень много работы. И напоминаю про обучающие курсы по фотографии на смартфон, фотоаппарат под этим видео. Хочешь прокачаться, тогда обязательно знакомься. Уже больше 15 тысяч человек оценили и пользуются с удовольствием теми знаниями, что подчеркнули при обучении у меня. Курсы все очень подробные, с обратной связью лично от меня. Давайте быстренько пробежимся по плюсам и минусам ноутбуков. Во-первых, это мобильность. Многие скажут, то есть можно ноутбук с собой везде таскать, делать фотки между съемками, пока сидишь в студии, например. То есть контраргумент это такой, то есть таскать с собой 2,5 килограмма, вот эту объемную штуку, такая себе радость. Ну а между съемками я крайне рекомендую все-таки отдыхать, а не сидеть и глаза не портить. Также можно работать в кафешке, многие скажут. То есть пришел в кафешку, открыл свой Mac и пьешь лаванды раф, наслаждаешься. Ну кто реально для работы покупает и реально работает, такой
херней не страдает, поверьте мне. А если вы постоянно переезжаете, есть, например, Mac Mini, он не больше ноута. Мне скажут, ну так, собственно говоря, монитор же компу надо еще купить, а в ноуте, собственно говоря, в ноуту нет. Но вам монитор придется покупать и так, потому что даже если у вас в ноуте 16 дюймов, собственно говоря, этот дисплей ни о чем, максимально неудобно, глаза испортите. А дома вообще мало места для компа, многие скажут, да. Если у вас нет рабочего места, и вы будете сидеть с ноутом, где придется, просто испортите себе глаза, осанку и в целом здоровье. А комп современный может быть очень маленький. И еще раз повторяю, для нормальной работы монитор в любом случае придется покупать. И подход там, где упал, там и ретуширую, это очень хреновый подход. Поверьте мне, вы о нем очень быстро пожалеете, если будете, у вас много съемок, вы много ретушируете. В ноут можно снимать. То есть, собственно говоря, клиент сразу видит, что получается. В этом плане лучше купить iPad 13 дюймов. Это легче, проще, удобнее. И да, если вы до сих пор проводом подключаете, это просто, конечно, печально. Надеюсь, хоть в студию вы до сих пор на лошадях не ездите. Да, есть те, кто в Capture ставит маркеры при съемке, да, чтобы на фоне, например, или на одежду, чтобы картинка не менялась по яркости, если вы снимаете, например, целый месяц. Но это скорее исключение, то есть большинство так не делает. В ноут снимаю для бэкапа, скажут мне, да, то есть я вот снимаю в ноут для бэкапа, что фотки сохраняю. Это вообще полный бред. Надежнее камеры с двумя флешками нет ничего. Поэтому сэкономьте на ноуте, купите себе профессиональную камеру с двумя флешками. Единственный адекватный аргумент в пользу ноутбука, это если вы путешествуете. Туда. А вот брать ноут ради того, чтобы раз в 2 года в Таиланде там что-то поковырять лайтерами, ну это просто какая-то глупость. Да, конечно, если вы в месяц делаете пару фотосессий всего, то, безусловно, брать можно что угодно. Но для работы, вот прям для работы, ноут это не лучшее решение. Еще раз, стационарный комп, хоть на винде, хоть на macOS, будет сильно дешевле, а в случае с Windows, то комп, собственно говоря, будет еще зачастую и производительнее в определенных задачах, и вы при этом дешевле. Тут есть, конечно, небольшая ложечка дегтя. Увы и ах, с 2025 года в ПК-мире наступила новая реальность. Цены на память взлетели просто до небес. Если вы думаете, что подождете немножко и все вернется назад, увы, не вернется. Ну, лежать надо будет 2031 года. В общем, если раньше Windows ПК и ноутбуки были прям заметно дешевле, чем Apple компьютеры и ноутбуки, то теперь не совсем так. Условно, раньше крутой производительный комп без видеокарты, то есть стоил где-то примерно под 100 тысяч. Теперь это 150 тысяч, то есть это почти что в 1,5 раза стало дороже. Если раньше ты к нему там добавил какой-нибудь 40-80, и все это вместе было где-то 180 тысяч, то теперь это 250-270 тысяч, что пипец как дорого, и тот же Mac может и не даст такую производительность в определенных задачах, но производительность фото и видео будет не сильно хуже, то есть можно его купить даже дешевле. Единственное, что осталось неизменным, то если вам нужен рабочий комп для фотографий за минимум денег, ну то есть денег вообще в обрез, то есть денег вообще нету, то если собрать комп самому максимально бюджетный, он все равно будет дешевле, чем тот же Mac Mini при сопоставимой производительности. И прежде чем перейдем к железу, поговорим про разницу между Mac и Windows. В целом, что касается что Windows, что Mac, и тем пользуюсь десятилетиями. То есть я лично вот для себя, да, то есть я не претендую, у вас у всех по-другому может быть, но для меня Mac это вообще не мое. У меня 3 года был MacBook Pro, и до этого я лет 8 имел дело с маками постоянно на работе, поэтому тут даже, собственно говоря, не дело привычки, да, что у тебя там по-разному какие-то иконки и закрывать их в разных местах. Нет, вот просто я вот чисто для себя не вижу смысла привыкать к тому, что реально мне неудобно, вот лично для меня, что заставляет делать гораздо больше телодвижений. Но опять же, это вопрос вкуса, философии, задач, которые вы выполняете и так далее. В общем, на вкус и цвет, как говорится, фломастеры все разные. Но пару слов для тех, кто не имел дела с MacBook, вообще с Mac-системой, скажу. Во-первых, Mac, конечно же, да, то есть первое, что прельщает, Mac внешне это красиво и плавно. Плавность, да, вот это, конечно, то, чего не хватает на винде. Какой бы у вас компьютер не был на винде, супер мощный, там, крутой, оптимизированный, то есть после, собственно говоря, любого Mac устройства Windows кажется какой-то такой затычной, глючной затычкой. В общем, все какое-то дерганое, не резкое. Вот. Но, собственно говоря, но Mac это да, вот это, конечно, это круто. Это сразу замечаешь в любом приложении, потому что оптимизация очень хорошая. Вот. Но Mac это объективно не очень удобно. То есть в силу какой-то красоты и философии пожертвовано определенными задачами. То есть это всегда какие-то куча ненужных телодвижений. То есть окна сами по себе работают по-дебильному, то есть вот просто зайдите, посмотрите, как это все устроено. Нужны всякие дополнительные программки из App Store, чтобы все работало корректно. Например, чтобы разрешение и шрифты были нормальные, если вы используете внешний монитор, не Apple-овский, а любой другой. То есть чтобы шрифт был нормальный, нужно специальную программочку скачать, которая будет это все оптимизировать. Мышка нормально не работает, что не вот это вот недоразумение Apple Mouse, вообще любая, какой бы
бы ты ни подключил, вот этого резкие движения, ускорения, чтобы нормально работало, нужно еще какую-то специальную программку поставить. Ну, то есть файловая система, вот это не NTFS, флешки, диски друзей, и просто новые диски не подходят, нужно их форматировать. Если хочешь на них что-то записать, не запишешь. Скачать можно, но, опять же, неудобно, то есть ты не можешь нормально взаимодействовать с другими людьми, у кого большинство все-таки Windows. Вот. А про всякие скрытые файлики, которых миллионы, они засоряют систему, это я вообще молчу, это отдельная тема. То есть сам по себе вот эта вот система, вот если посмотрите, Finder, это полное говно, это просто объективно отвратительная работа с ним, но это ладно. Что реально напрягает, так это пропажа файлов при копировании. С этим сталкиваются абсолютно все, кто очень много и часто копирует с флешек фотографии, какие-то файлы большими пачками. То есть пропажа файлов на Маке это прям вот классика. Если вы с этим никогда не сталкивались, либо вы, ну, как бы много фотосессий не делаете в месяц, либо вы супер везучий человек. Также большой косяк, то есть как бы считается это вообще плюсом, но я считаю это большой минус. Обновление системы. То есть, собственно говоря, не обновил, то есть, если твою свою систему, проги новые ты никакие не поставишь. А если ты обновил, и тебя заставят обновиться, придется заново перевзламывать, переустанавливать старые проги, чтобы они работали. То есть, конечно, большой плюс, что весь софт пиратский, как бы пиратство это плохо, но вот есть он на торрентах. В этом проблемы нет, не переживайте. То есть, все, что на Windows, все то же самое, пиратские вы можете поставить, собственно, на Mac. Но вот установка софта, особенно не совсем лицензионного, это просто какой-то полный гемор. То есть это как вот часть надо делать через терминал. Я вообще не помню, чтобы я на Windows когда-либо терминал открывал. Зачем? Это просто какой-то ад. Вот это вот установить программу, это просто сумасшествие. Это очень неудобно. Вот. То есть не как на винде, ты поставил программу и 10 лет пользуешься, все, вообще вопросов нет. На маке вам придется с этим постоянно сталкиваться. В общем, и так далее и тому подобное. Глюков, как бы кто ни говорил, на маке гораздо больше, чем на винде. То есть винда практически не глючит современная. Про Mac такого сказать невозможно. Поэтому, если думаете, что там все на маке безоблачно, красиво, спешу вас огорчить. Учитывая, что с моими учениками я постоянно имею дело с макбуками, всякими, устанавливаю им всякий софт, решаю проблемы с фотографиями и так далее. То есть, когда приходит ко мне ученик, и я вижу у него MacBook, это всегда будет гемор. То есть, в 100% случаев это просто всегда какой-то тяж. То есть, у кого Windows компьютер, вообще никаких проблем нет. Никогда. То есть, никогда. У меня больше 3000 учеников. Вот, то есть, прогу проставить на Windows, это просто один раз нажать далее. Все, больше не надо ничего делать. Все встало. На Mac это просто дурдом. Вот. Поэтому еще один момент про поводу винды скажу. Будешь ставить винду, лицензия на Авито есть, она копейки стоит, то есть, вот, но придется ставить именно 11 Pro. То есть никаких десяток, ничего, это уже все, прошлый век. То есть вопрос даже не в операционной системе, а в новом софте, который постепенно перестанет десятку поддерживать. Поэтому ставишь комп, ставишь 11 Pro. Без вариантов, несмотря на всякую чушь из соцсетей про специальные какие-то сборки винды, все это говно ставить не надо. Ставьте просто обычную Windows 11 именно Pro версию. Итак, что купить? Ноут или стационарный комп? И мое мнение тут, конечно, не популярно. Конечно же, я топлю за стационар. Это дешевле, проще, его можно апгрейдить. Туда можно кучу жестких дисков напихать и так далее. Не надо никакие NAS серверы ставить. И, если что, его ремонтировать гораздо проще и в разы легче, что ты поменял и все. Вот, всякие шлейфы ломаные, горелые, чипсеты, другие радости, особенно на Windows ноутбуках, это просто данность современного ноутбука строения. И просто с этим сталкиваются практически все. И отдельно сразу оговорюсь про монтаж видео. Я лично считаю, что лучшее решение для видеографов и монтажеров это именно Mac. И нет, не из-за процессоров Apple и чего-то там еще, а именно из-за программы для монтажа от Apple. Да-да, я про Final Cut. Она максимально оптимизирована для работы с родными процессорами Apple. И будет отлично работать даже на старых, самых слабых M-процессорах, там, не знаю, например, M1. Поэтому я искренне не понимаю людей, сидящих на Mac и пользующихся DaVinci, или, прости господи, уникумов, которые еще до сих пор, например, Pro сидят. Это вообще просто полный бред. Для 95% людей, занимающихся видео, возможности Final Cut будут просто за глаза. Да, там есть в DaVinci определенные такие вот фишечки и возможности, но это для тех, кто сидит в каких-нибудь серьезном продакшене, собственно, но это таких просто единицы. Остальным уже, как, собственно говоря, у кого уже есть Mac, просто поймите, это как иметь спортивный автомобиль, но ездить только на первой скорости. Вы не используете весь потенциал вашего компьютера. Более того, там, где Final Cut летает вообще на любом процессоре Intel, DaVinci ваш будет тупить безбожно. Вот, поэтому если вам надо работа с видео, то это Mac Final Cut без вариантов.
А вот если 3D-рендеринг и нейросети, это только винда. Это вообще просто надо четко понимать и принимать. Ну, а если все же каким-то хреном именно ноут вам нужен для ретуши фотографий, тогда сначала про ноутбуки. Что у нас вообще есть на сегодняшний момент? Начнем с макбуков, ну и давайте с Apple, в принципе, начнем. Какие компьютеры у них есть. У нас есть нашумевший MacBook, который Neo, да, MacBook Neo, который заменил MacBook Air. А Air теперь не такая, знаете, всратая печатная машинка, которая она раньше была, а такой неплохой ноут теперь. И, конечно же, есть MacBook Pro 14 и 16. И да, эти прошки 14 и 16 MacBook, они отличаются. Если вам нужен ноут максимально бюджетный, но при этом производительный, то это MacBook Air, то есть обязательно 16512. Точка, без вариантов. Ничего из мира Windows за эту цену с ним сравниться просто не может. Вариантов просто нет. Собственно говоря, вы скажете, ну вот и все, расходимся. Ну давайте поподробнее. Сразу забегая вперед, любую технику Apple на процессорах Intel даже не рассматриваем. Также брать любой Mac, вообще, не знаю, MacBook, Mac Mini, любой Mac с 8 гигабайтами оперативки не надо. Не хватит. MacBook с новыми процессорами M могут брать нехватающую оперативку, нехватку из swap-файла, из общей памяти. Вот, это, собственно говоря, да, это работает. Но Mac это работает таким образом, что неважно, какой процессор по мощности у вас M, да, то есть M1, там, M3 Max, неважно. Чем больше физической, вот самой оперативки у вас в компьютере есть, тем производительнее будет компьютер ваш. Это прям вот так это работает. И самой памяти диска на 256 гигабайт вам точно не хватит вообще 100% никак. Даже если вы будете использовать внешние диски. Потому что по факту у вас чистыми будет из 256 гигабайт 170 гигабайт. Потому что остальное будет занимать система, из которых из 170 гигабайт у вас 100 гигабайт уйдет на кэш, программы, системные файлы и так далее. Чтобы Mac хорошо работал, ему нужно свободного места 50-70 гигабайт. И вот у ваши гигабайты уже закончились. А надо еще программы всякие поставить и так далее. Вот. Продукты Adobe жрут кэш просто как не в себя. Им в целом 512 зачастую не хватает, чисто для их нужд, да, уж и про весь диск системы 512 я вообще, в принципе, молчу. По процессорам, новые процессоры Apple — это процессор M с цифрикой, которая возле них идет. То есть оно обозначает поколение. M1 первое поколение, M2 второе поколение и так далее. Процессоры бывают M, M Pro, M Max и M Ultra. То есть M Ultra — это обычно сшитые два процессора M Max. Ultra в ноутах не бывает, имейте в виду. Соответственно, от этого будет зависеть, какой у вас процессор, сколько оперативки вы максимальное количество можете поставить. То есть для обычного M, там M1, M4, максимум оперативки это 24-32 гигабайта обычно. У Pro версии, допустим, там M3, M4 Pro, можно уже поставить 36-64 гигабайта. А у Max версии можете поставить максимально 128 гигабайт, но цена будет просто космическая. Ну и, соответственно, чем круче прос, тем больше базовых ядер, и что самое важное, больше графических ядер. И в обычных M-процессорах нет встроенного декодера видео, что тоже надо учитывать. И в целом графика у обычных процессоров сильно хуже, чем у Pro версий. И уж тем более у Max версий. То есть для видеографов обычный M-проц я бы вообще не рассматривал. Поэтому при выборе MacBook надо понимать, если вам чисто Lightroom и Capture One, какую-нибудь частоточку в Photoshop сделать, ну так, знаете, такую какую-нибудь легкую нейроночку типа Retouch for Me, то пойдет обычный M-процессор. То есть обычный M4, M3, M5, отлично подойдут. Но если предстоит тяжелая работа в Photoshop или монтаж зачем-то, не знаю, именно в DaVinci, то тут нужна графика. И тут обязательно надо будет брать процессор с приставкой Pro или Max. А если планируете в дизайн серьезный Photoshop с нейронками, то Mac для вас вообще не лучшее решение. Ну, как минимум, нужно будет брать чип M-Max, и желательно там M4 и M5. Вот. Про поколение процессоров. Брать M1 никакой смысла вообще нет. M1 Pro тоже уже смысла нет никакого. А вот M1 Max все еще может и умеет. Это все еще до сих пор очень неплохое приобретение. 100% это будет лучше, чем какой-нибудь Air на M4 и M5. M2 процессоры мы тоже пропускаем. Они по цене с M3, собственно говоря, разница небольшая, но у M3 у них лучше графика. M2 Pro почти то же самое, что производительность, что и M3 Pro. Поэтому его брать можно, но его хрен найдешь, как и M2, который M2 Max, тоже практически найти невозможно. И даже если найдешь, цена будет примерно такая же, как у M3 Pro и M3 Max. Поэтому M2 процессоры смысла тоже нет никакого брать. То есть можно смело их все пропустить. M1 Max просто тупо будет выгоднее и не сильно хуже по производительности. M4, пожалуй, лучшее решение на сейчас. Это первый M-чип, который дал реально значительный прирост, поэтому его смело можно брать.
все версии абсолютно, то есть M4, M4 Pro, M4 Max. В отличие от нового M5, который в обычной версии процессора, то есть не M5 Pro, а просто M5, разницу с просто M4 вы не заметите, несмотря на бенчмарки и графики, которые считают виртуальных попугаев. Разница будет лишь в повышенной частоте ядер у нового процессора. И то они чуть-чуть выше. И то, что нейронки чуть-чуть лучше работают на M5, чем на более старых версиях. Поэтому обычно M5 смело можете пропустить и сэкономить деньги, взяв M4. А вот M5 Pro это другое дело. Тут, собственно говоря, уже имеет смысл переплатить, то есть по сравнению с M4 Pro, так как у него больше физических ядер и заметно лучше графическая составляющая. Резюмируем. Что смотреть из M-чипов, да, то есть неважно какое устройство. M1 Max, M3 Pro, M4, все версии, то есть M4, M4 Pro, M4 Max, M5, но только начиная с M5 Pro, то есть M5 Max. По обычной M5 смысла брать вообще не вижу. Какой MacBook, именно MacBook брать? Новый Neo лучше сразу обходить стороной. Да, на нем можно что-то делать, то есть, но больше будет гемора, чем работы. И если уж брать, конечно, зачем-то вы решили этот Neo взять, то только 512 гигабайт версию. Но при условии, что он не дороже где-то 50 тысяч и $700, собственно говоря. Иначе просто вообще смысла нет никакого, потому что Mac Mini M4 стоит столько же, либо дешевле. Но при этом он куда более производительный, у него есть порты. Вот, у Neo их всего два порта USB. Один зарядку, у вас остается один. И этого одного мало для мышки нормальной, разных дисков и так далее. То есть даже с учетом хаба не хватит. Производительность у этого Neo на уровне M1 где-то. В целом с натяжкой работать можно. Ну, очень много компромиссов, включая отсутствие системы охлаждения, то есть вообще какой-либо системы охлаждения. Чтобы не тротлил и не тормозил в программах, то есть все-таки придется и купить ему подставку с вентиляторами, и он должен на этой подставке будет жить постоянно. В общем, доплатите немного за MacBook Air или по той же цене купите Mac Mini M4. Если мы говорим про MacBook, то MacBook Air это уже другое дело. То есть MacBook Air это уже не то дерьмо, которое было с процессорами Intel, да, печатная машинка. То есть сейчас MacBook Air это в целом относительно производительная машина. Можно и ретушировать, и даже монтаж не тяжелое видео делать. Но брать Air я вам очень не рекомендую, потому что MacBook Pro 14 дюймов будет где-то на 20-15 тысяч дороже, но поверьте, оно того стоит. Во-первых, у Air хуже и темнее дисплей. У Air просто IPS матрица. А у Pro версии, да, у MacBook Pro, у них мини-LED, то есть там черный, прям очень черный. Да, у Air хороший экран, но поставьте рядом MacBook Pro и просто офигейте от разницы. Более того, у Прошки дисплей в 2 раза ярче, а у Air он примерно 500 нит, собственно говоря, что не очень много. То есть на улице работать будет неудобно. А вот у Прошки не 500, а 1000 нит. А в пике он может доходить до 1600. То есть, собственно говоря, он позволяет вам просматривать и ретушировать HDR-контент. То есть, хотите снимать ноут, даже несмотря на то, что R15 больше на дюйм по диагонали по размеру, на Прошке будет лучше видно контент, потому что в яркой студии, например, в яркий день, просто на Прошке будет все прекрасно видно, все, что происходит. На Air он будет тускловат. Также у MacBook Pro больше портов, то есть, собственно говоря, удобнее. У него, что очень важно, есть картридер. Это пипец как удобно картридер, как бы смешно не звучало. Быстрый картридер стоит вообще недешево, что имейте в виду. Вот. Ну и самое главное, у Air нет системы активного охлаждения. И он при интенсивной нагрузке достаточно быстро перегревается и уходит в тротлинг. От этого менее производителен. Если вы много сидите за активной ретушью, это будет просто моментально сказываться на вашей ретуши. Будет все медленнее работать. Это будет заметно, поверьте мне. У MacBook Pro есть вентилятор, и с тем же самым процессором прошка будет всегда производительнее. То есть вот те бенчмарки, которые нам показали, разница M5 и M4, собственно говоря, прирост получился, да? То есть прирост получился только на Pro-версиях, потому что там есть вентилятор, потому что он охлаждает этот процессор. Вот. То есть кому подойдет MacBook Air? Это если вам нужен MacBook, но ваш бюджет сильно-сильно ограничен. По сути, это самый бюджетный вариант, который стоит и брать. То есть, собственно говоря, самый дешевый ноутбук, хороший, приличный ноутбук, на котором можно ретушировать, это будет вот именно MacBook Air. Собственно говоря, на базовом уровне он примерно тянет все нормально, ну, то есть, кроме каких-то там супер тяжелых проектов, там у вас начнутся такие сложности небольшие. То есть, также MacBook Air, если берем, модели на 13 дюймов, MacBook Air 13, смысла не вижу вообще.
на 13 дюймах ретушировать, ну, это просто вообще боль. То есть мало портов, нет охлаждения, он сильно тротнет, он сильнее перегревается, чем 15-дюймовая версия. И, собственно, инструмент для съемки в ноут, то есть снимать в ноут на 13, ну, это очень мало. То есть если вы берете iPad 13 дюймов, вы можете вот так перевернуть его вертикально, и у вас по размеру фотки вертикальные будет лучше видно, чем даже на 15-дюймовой версии MacBook. Вот. Поэтому, если мы говорим про Air, то обходим стороной Air M1. То есть у вас, а также проблема Air M1, что у него всего два порта. То есть та же самая беда, что и у Neo. То есть всего лишь два порта, один для зарядки, один для всего остального. Этого не хватит даже с хабом. У M2 уже, собственно говоря, больше портов, но M2 он старенький, графика плохая совсем, поэтому Air M2 тоже брать смысла нет. А вот и разница по цене с Air M3 совсем маленькая. Самый дешевый Air 15 дюймов берем только 16512, как я уже говорил. Ну и, конечно же, и выше, да. И самое бюджетное, что можем здесь уже смотреть, это MacBook Air 15 M3. То есть очень выгодный вариант. M4 дороже, ну и, собственно говоря, и прирост будет небольшой в производительности. А вот Air с M5 смысла брать особо нету вообще никакой. Он по производительности то же самое, что и M4. Вот. Только если вы найдете M5 совсем чуть-чуть дороже, на 5-7 тысяч, чем M4, да, в этом плане, конечно же, стоит. А если ваш M5 Air будет там тысяч на 20 и больше дороже, чем M4, но его нафиг не берите. Вот. И мне скажут, ну как же, нам же на презентации Apple графики показали, что M5 заметно производительнее, чем M4. Это отчасти относится, как я уже говорил, к версиям, где есть охлаждение. В Air его нету, и просто максимально задушен. И вот, он от M4 в Air от M5 ничем практически не отличается. Вот, поэтому смысла никакого нет. MacBook Pro. То есть они есть на 14 дюймов и на 16 дюймов. Они разные. То есть максимальная комплектация у 16-дюймовой всегда производительнее, чем у 14-дюймовой. Будьте осторожны. У 14-дюймовых моделей, версий, есть комплектации с обычными M-процессором, то есть не Pro, то есть просто M4. Вот. А у 16-дюймовых они только начинаются с M Pro, то есть M4 Pro, M4 Max. То есть еще раз, если у вас MacBook, если у вас MacBook Pro 14, это не значит, что в нем будет процессор M Pro. В целом, если брать одинаковые конфигурации 14 дюймов, 16 дюймов, например, M4 Pro 24 гигабайта 512, то 16-дюймовый будет примерно на 30 тысяч дороже. Какой же взять тогда? Я бы не брал никакой, уж тем более Air. Я взял бы Mac Mini, это самый выгодный Mac за всю историю Mac. И в целом достаточно выгодный комп даже среди Windows вообще компьютеров. Ну а для себя, конечно, я всегда предпочту Windows и стационар. Ну это я, да, то есть у вас все по-другому, соответственно. Что можно смотреть среди MacBook Pro? Какие вообще версии MacBook Pro рассматриваем? M1 Max в целом еще вполне как вариант. Он всяко лучше, чем Air M4, M5 на чипах. Собственно говоря, M2 вы уже его не найдете, то есть если мы поднимаемся выше с M1. Вот. M3 Pro будет по цене не сильно отличаться от M4 Pro, но M4 заметно лучше, поэтому берите M4 Pro. А вот Max версии имеет смысл посмотреть, если работаете с видео, ну или очень тяжелые какие-то, не знаю, проекты специфичные берете. Поэтому между M3 Max и M4 Pro я бы все-таки выбрал для фотографий M4 Pro. Переходим к Mac настольным компьютерам. Как же до этого я уже говорил вам 1000 раз в этом видео, Mac Mini это самое выгодное, что есть у Apple. Смело можно, нужно брать. Но дальше мы с вами соберем комп на винде и посмотрите разницу в цене. Очень интересно. Поэтому обязательно до конца досмотрите, сравним. Какие версии у нас есть у Mac Mini? Все, что ниже, чем M4, всякие M2, даже не рассматриваем. По сути, у нас всего лишь два варианта. Это миник на M4 и миник на M4 Pro. Разница в цене будет почти в 2 раза. То есть базовую версию 16256 не рассматриваем. Нам надо минимум 16512. И в целом такая версия будет нормально работать. Решать рабочие задачи фотографа. Простой монтаж видео тоже у нас с ним справится. Lightroom и Photoshop тормозить не будут. Экспорт будет не молниеносный, но вполне себе нормальный. M4 Pro версия будет в 2 раза дороже, то есть на 60-70 тысяч дороже. Но именно в базовых фотозадачах огромной разницы
вы не заметите. Например, в Lightroom в модуле Develop важна именно производительность на одно ядро. В этом M4 и M4 Pro они равны. Так что, двигая ползунки в модуле там, Develop, вы никакой разницы не заметите. То же самое Photoshop и Capture One. У M4 Pro больше ядер, и поэтому разница в основном будет в экспорте фотографий, а не в работе с ними. Также у M4 Pro заметно лучше графический процессор, что даст прирост в ИИ-задачах. То есть в Lightroom это всякие умные маски, денозер, синхронизация настроек между фотками и так далее. Photoshop — это специальные всякие фильтры, плагины, ну все такое вот, оно все будет работать быстрее. Также быстрее будут работать нейросетевые фильтры на M4 Pro, например, Retouch for Me. А вот где сильнее будет заметна разница между M4 и M4 Pro, так это монтаж тяжелых видео. То есть по факту для задач фоторедакторов будет не сильно критично, если вы возьмете просто M4. Тут есть пара тонкостей. У Apple количество оперативки физическое очень сильно влияет на производительность. Чем больше ее, тем быстрее комп работает. Поэтому если бюджет ограничен, то берите Mac Mini, Mac Mini M4, а не M4 Pro, который в стандарте идет 24 гигабайта 512, то есть у прошки. M4 Pro это 24 гигабайта 512. Вот. Но он стоит на 60 тысяч дороже, чем обычная версия M4. Поэтому вы можете взять просто обычный M4, не M4 Pro, но также с 24 гигабайтами оперативки, который будет на 30 тысяч, собственно говоря, дороже, чем 16-гигабайтная версия, но на 30 тысяч дешевле, чем M4 Pro. То есть, еще раз, обычный M4 и 24 гигабайта оперативки будет дешевле на 30-40 тысяч, чем M4 Pro версия с таким же объемом оперативки. А 30-40 тысяч это уже, извините меня, цена целого монитора хорошего. Если вам надо в монтаж, я бы не рассматривал обычный миник. Брал бы только M4 Pro версию. А что насчет Mac Studio с чипами M-Max, M-Ultra? M4 Max будет стоить где-то на 70 тысяч дороже, чем M4 Pro. И разница будет лишь в экспорте и совсем немного в их задачах. Поэтому для базовых задач фотографа смысла в Mac Studio я не вижу. Их покупают только тем, кому нереально нужны, кто точно знает, для чего они им нужны и как они будут их использовать, нейросети и так далее. Поэтому у кого Mac Studio, это люди, как правило, в большинстве случаев точно понимают, для чего он им нужен. Большинству фотографов этот Mac Studio нафиг не упал. Ну и про iMac говорить мы, соответственно, не будем. Это такие компьютеры, в которые компьютер встроен в сам дисплей от Apple. Зачем они нужны, мне совершенно непонятно. Если только, не знаю, дочке розовенький вот этот подарить. То есть с учетом цены и возможностей, это они просто бесполезны, поэтому я бы не рассматривал никакие iMac вообще. Ну что, с Mac закончили, переходим к Windows Note. Что же взять из Windows Note? Если коротко, то ничего. Никакой из Windows Note я не могу рекомендовать. IBS-то, если недорогой или какой-то среднебюджетный, то это просто какое-то убожество, все до единого. Либо цена дороже Мака, и при этом куча особенностей каких-то и компромиссов. И это даже молчу про время работы. Оно просто никакое, если машина производительная на винде. То есть, если он типа мощный ноутбук, то работает не от сети, а от аккумулятора совсем всего ничего. А если он пытается по автономности, то есть работать так же долго, как и Mac, то производительность у него просто, ну, вообще никакая абсолютно. Вот. Также тачпад на Windows буках на всех полное говнище. Вот. Надежность у большинства из Windows буков просто никакое. То есть вот эти вот перегары по цепям питания, шлейфы, дохлы и так далее. То есть, собственно говоря, все эти радости практически у всех присутствуют. Гораздо больше, чем у MacBook'ов. То есть можно перестать все форумы любой модели Windows Book, и все равно ты не сможешь обойти какую-нибудь болячку, то есть все равно в что-нибудь вляпаешься, то есть какую-нибудь особенность и проблему. Вот. Возьмем, например, не знаю, аналог от Lenovo Yoga Pro 9i, то есть 16-дюймовый. То есть выглядит неплохо, он железный, то есть, собственно говоря, похож на MacBook. У него большой классный дисплей, то есть у него отличная производительность. Вот. Но в целом корпус, тачпад, динамики, то есть это все вообще в принципе не дотягивает до MacBook. Собственно говоря, по цене он стоит примерно так же и даже дороже, чем MacBook. Так какой смысл? Если уж в целом, если брать какой-нибудь такой вот ноутбук, Windows Book, то обязательно модели 2026 года какие-нибудь с процессорами Intel Ultra 9 третьего поколения, например, какой-нибудь 386H. То есть, но ценник уже прям пока что на них просто какой-то неадекватный. И все равно общее впечатление от него, даже оно близко не будет таким же, как от MacBook. На что смотреть при выборе ноутбука на Windows? Первое — это дисплей.
Не берите IPS, потому что на Windows ноутах это зачастую откровенное говнище. Хороший IPS найти крайне сложно. Увы, даже у одной и той же линейки ноутов, одинаковых абсолютно, с одинаковой маркировкой дисплеи могут отличаться, так как производитель в середине производства мог просто поменять панель, собственно говоря. И даже если вы найдете какой-то ноут на винде, где более-менее какой-то по цвету хороший IPS, то это всегда будет тусклый экран, не яркий, и есть огромная вероятность, что вы просто не сможете его настроить по цвету нормально, то есть откалибровать. Для работы с фото и видео это вообще критически важно. Поэтому если смотрим на Windows Book, то только вот эти вот OLED, мини-LED, LED и так далее, никаких IPS. По оперативке новый стандарт это 32 гигабайта. То есть меньше брать нельзя ни при каких условиях. 32 гигабайта на винде, в отличие от Mac, 32 гигабайта на винде это минимум, просто меньше брать нельзя. Вот. Ну, память, естественно, берем SSD, сейчас других уже не бывает. 512 это тоже такой минимальный минимум, и в отличие от Mac, где оптимизация все-таки какая-никакая есть, на винде так не работает. То есть 512 на винде тотально не хватает всегда. Поэтому, если есть возможность, обязательно берите терабайт. И зачастую производители ноутбуков как бы в минималку всегда этот терабайт втыкают, потому что понимают, что 512 уже сейчас вот, ну, не работает нормально. Процессоры, на какие смотреть? Да, для Lightroom тот же Adobe Bridge, DaVinci, лучше брать именно Intel. Благодаря специальным инструкциям и оптимизации, собственно говоря, в приложениях, где важна именно производительность на одно ядро, если в отличие от предыдущих моделей этих программ, которые я назвал, Lightroom и так далее, где есть оптимизация от Intel, в задачах, где нужна именно производительность максимально на одно ядро, например, Photoshop, Capture One, лучше брать AMD. Ну, то есть, если у вас связка, например, Lightroom и легкая такая ретушь с прыщики замазывать Photoshop, то лучше Intel смотрите. Если работаете с большими файлами Photoshop, то берите AMD. Intel выпустили новую линейку Intel Core Ultra серия 3 на архитектуре Panther Lake, по-моему, называется, не суть. Это процессоры, у которых цифра начинается на тройку. Например, Core Ultra X9 388H. Они заметно более энергоэффективны и при этом такие же мощные, чем старые Intel второго поколения. Ноут будет жить гораздо дольше, вот, при малых средних нагрузках. Работает лучше, чем любой AMD. То есть, поэтому, если важна производительность непосредственно, средняя производительность от батарейки, то лучше вот эти вот интеловские смотреть. Но если брать работу от батареи на максимальной нагрузке, то тут, конечно, новые AMD Ryzen с приставкой AI, да, AI, показывают себя лучше Intel. Хотя при этом, конечно же, работает совсем мало по времени, то есть совсем ничего. При этом, что Intel, что AMD в этом плане очень далеко до Apple, где на Apple, на любом MacBook вы можете просто он работает от батарейки так же, как от розетки. То есть такой же одинаковой производительностью. То есть вы отсоединили кабель зарядки у него, и он работает с такой же производительностью. То есть и работает очень долго. То есть Intel, AMD так не умеют. То есть они примерно даже близко так не умеют работать. Поэтому если вы покупаете Windows ноутбук, то вам просто придется жить возле розетки. То есть никаких вот долгой работы в самолете, 5 часов, 6 часов поработать с фотографиями, как на макбуке, вы не сможете. Просто примите это как факт. У Intel есть просто процессоры Ultra 5.7, 9 и Ultra X7 и X9. То есть просто Ultra 5, 7, 9 и Ultra X7, 9. Что обозначает этот X? Процессоры с приставкой MX имеют новую такую неплохую графику от Intel. Называется она Arc B390, которая заметно лучше вот этой нищенской встройки Intel, которая идет стандартным процессором. В общем, графика у X7 и X9 процессоров примерно равна RTX 50, 50, 40, 50, что в целом неплохо, и можно даже нормально работать с фотками и простыми видеомонтажом. Поэтому процессоры X7 и X9 можно рассматривать без дискретной отдельной видеокарты. Ну, конечно же, очень желательно в таком варианте, чтобы у вас было 64 гигабайта оперативки. Но даже в этом случае они годятся при условии, что вы не работаете с очень тяжелыми файлами. В целом, если вот так вот положить руку на сердце, в целом, ноутбук без дискретной видеокарты, без отдельной видеокарты, я бы вообще не рассматривал. Для работы с фотографиями, про видео я уж вообще даже молчу. Поэтому, если уж берете, берите простые Ultra 7.9 с дискретной видюкой. А вот Ultra 5, который самый младший, я бы не брал. То есть он достаточно слабоват будет. Если берем ноутбуки на AMD, то тут ситуация такая, что если у Intel встроенная графика Arc B370, у процессоров X7, X9 еще можно условно обойтись без дискретной видеокарты, то у AMD нет. Если AMD, то видеокарта должна быть обязательно дискретной. То есть отдельная от процессора видеокарта. Вот.
У AMD берем линейки современные, то есть старые уже смысла не вижу брать. Это все линейки Ryzen AI, то есть AI 300, AI 400, ну, какой-нибудь, не знаю, Ryzen AI Max плюс 395. В общем, не знаю, или Ryzen AI 9 HX там 475, вот такие вот. В общем, берем Ryzen AI 7 и 9, Ryzen AI 5, то есть пятая вот эта вот нишу линейку не берем. То есть как у Intel мы не берем пятерки, так и у Ryzen тоже пятерки не берем. То есть они слабоваты. Ну и самое главное, видеокарта. Она обязательный элемент. Смотрим только графику от NVIDIA RTX, так как благодаря ядрам CUDA они заточены под наши с вами фото-видеопрограммы и желательно пятое поколение. Там насыпали специально всяких фишечек. И опять же для наших фото-видеопрограмм, начиная RTX 5060, это минимум. То есть, если берем, то RTX 5060. То есть, этого хватит. Конечно же, 5070 это было бы оптимально. То есть, вот 5080 это очень хорошо. Вот. Соответственно, помните, да, чем мощнее видеокарта, тем просто колоссально меньше работает ваш ноутбук от батарейки. Собственно говоря, предыдущее поколение RTX тоже можно брать, но от 4070. То есть, если пятое поколение от 5060 пойдет, 16-гигабайтный, то предыдущее поколение 4070 тоже можно брать, в принципе, пойдет. В целом, если бы я брал ноут на винде, то брал бы вот из этих, вот этот списочек, да. Но они все дороже MacBook будут, 100%, да, то есть, и при этом, собственно говоря, даже вот, ну, примерно такого удобства работы, то есть корпуса и всего остального, они близко даже вам такого не дадут. Тоже 18-дюймовый огромный Lenovo Legion 9i в максимальной комплектации он по ценнику доходит до миллиона. Да, то есть, да, MacBook он побьет, как нефиг делать, но какой ценой, да, и при нагрузке он такой горячий, что об него просто можно, вот пальцем задеваешь и обжигаешься. В общем, если нужен Windows Book, не очень дорого, но с хорошим дисплеем, нормальным процессором и RTX 5060, это, как правило, Lenovo, то есть такая оптимальная модель. Это либо Legion, либо ThinkBook, он же R7000, R9000 и так далее. Вот по тем параметрам, которые мы с вами выше описали. Он вам где-то обойдется 120-140 тысяч рублей на сером, на маркетплейсах, да, с непонятной гарантией. MacBook Pro 14 дюймов на M3 Pro стоит примерно столько же, то есть такую же цену. 16 дюймов будет дороже где-то на 20 тысяч рублей. Но когда вы этот Lenovo возьмете в руки, и первая мысль будет такой: и за это пластиковое говнище я 130 тысяч отдал дурдом, да, особенно если рядом MacBook положить, это вообще пипец. Вот. Если надо прям ультра бюджетно, исходя из того, что дисплей все же хороший должен быть у компьютера, да, у ноутбука, на котором вы будете ретушировать, то на Windows ничего приличного я не нашел. А про всякую китайщину, всякие мечники или как-то что-то такое с маркетплейсов я упоминать даже не буду. Для работы с фото, видео брать эти китайбуки точно не стоит, даже пробовать не надо. Поэтому MacBook Air M3 16512 можно зайти, найти примерно где-то за 80-85 тысяч рублей. Это 1200 долларов. И аналогов на Windows просто нет. Либо процессор какой-нибудь и видюха нормальная будет у Windows ноутбука, но дисплей будет говно, либо дисплей как бы норм, но видюха говно и так далее. То есть всегда какой-то будет компромисс и всегда будет дороже. Поэтому у вас нет денег, вам нужен максимально бюджетный ноутбук, MacBook Air. Ну что, переходим к ПК на Windows. Как собрать компьютер? На самом деле это очень просто, справится даже школьник младших классов. Вообще ничего сложного, не бойтесь. Рассмотрим два варианта. Самый вообще минимальный, бюджетный, ну, чтобы тянул все для фото, и топовый, но не за сумасшедшие деньги. Вот. Сначала немного теории, а под видео есть конфигурация, которую можно найти в магазин. Но чтобы в ней разобраться, досмотри это видео до конца, там очень много тонкостей. Также я рекомендую покупать по запчастям, там, где дешевле. Прям выискивать, да. Не берите все в одном магазине. И обязательно обходите стороной всякие магазины на 3 буквы и так далее. То есть цены там просто какие-то неадекватные. То есть выискивайте по самым низким железо, по самым низким ценам в разных участках интернета и покупайте, потом соберете. Самое важное, что должны понимать при сборке компа. С точки зрения фоторедакторов, самое важное это процессор. И только он. Ни память, ни видеокарта, в отличие от игр 3D моделей и так далее, нейросетей, а именно процессор. Он тащит всю основную работу. Другие компоненты тоже, конечно же, важны, но процессор это такой ваш двигатель. Но если отойти от фоторедакторов, все же самой важной деталью будет именно материнская плата. От нее будет зависеть
все, сколько там линий у вас, фаз питания, от этого зависит, какой процессор можете поставить, сможете ли вы апгрейдиться в будущем, какой вид оперативки поддерживается, DDR4 или DDR5, какой тип там у вас PCI стоит, PCI Express 4 или PCI Express 3, можно ли будет поставить быстрый SSD и как будет себя вести видеокарта и так далее. Поэтому единственное, на чем я не рекомендую экономить, это материнская плата. Но по всем по порядку. Начнем с процессоров. Для начала чуточку, маленечко, капельку теории. Вот. Многие специализированные программы заточены лучше под Intel, чем AMD. Это оптимизация конкретно под Intel. И то, что Intel зачастую эти программы, собственно, на Intel эти программы и создаются, да, и там, соответственно, они тестируются. И это всякие специальные инструкции, вшитые в процессоры Intel и так далее. То есть на бумаге для игр AMD всегда выглядит производительнее, но по факту в рабочих задачах идет он либо на уровне, либо уступает Intel. То есть рабочие задачи это именно наши фотографические. В этом плане Intel максимально рекомендую, не AMD. И в целом, конечно, по логике очень хорошим решением было бы взять какой-нибудь для нашего компьютера процессор Ryzen AMD 7700X. То есть, собственно, отличный процессор, отличная производительность, отличная производительность на одно ядро, не совсем там конченная встроенная графика, можно обойтись без видеокарты, но он поддерживает только DDR5, которая заметно дороже DDR4, а нам ведь нужен антикризисный компьютер. А более старый AMD уже мало вообще актуальны для наших с вами программ, поэтому наш бюджетный комп будет именно на Intel. Вот. Что нам нужно знать про Intel? У Intel поколение процессоров указывается первой циферкой, то есть Intel Core i5-9400 это 9 поколение, Intel Core i5-12400 это 12 поколение. Если в конце цифры стоит K, например, 14900K, значит, такой процессор можно разгонять, то есть увеличивать у него мощность. Вот. Но даже в неразгонном состоянии с буковкой K процессоры всегда мощнее, чем без буковки K. Вот. Если в конце цифры у нас стоит KF, то есть 14900 KF, значит, его можно разгонять, но у него либо отключено, либо вообще нет графического ядра. Такому процессору обязательно нужна отдельная видеокарта. В то время как у обычных процессоров без буквы в конце KF, просто где K, либо просто никакой буквы нет, графика встроенная какая-то есть, и вы можете без видеокарты включить компьютер и работать. Да, графика будет паршивая, но все равно мы сможем обойтись без видеокарты. Ну, хотя бы на какое-то время сэкономить, но работать уже здесь и сейчас. Платформа процессора называется Socket. По-простому это крепление. Оно не универсальное. Например, сокет у процессоров 12, 13, 14 поколения это LGA 1700, а у более новых это LGA 1851. И, соответственно, материнскую плату с LGA 1700, вот старые вот этих 14 поколения, новый ты уже не сможешь вставить. Для нашего бюджетного антикризисного компьютера мы возьмем с вами Intel i5, внимание, 12600K. И многие скажут, что? Старый проц, который вышел в 2021 году, 12 поколение, сейчас уже типа, считай, 16. Что ты с ума вообще сошел? Что ты рекомендуешь? Поверьте мне, все логично. Просто со времени 12 поколения сильно ничего не поменялось. Поколение 13-14, те, что мощные с индексом с буковкой К на конце, они зачастую бракованные, сгорают. Ну, особой производительности именно в наших рабочих задачах Lightroom, Photoshop не дают. Ну, там прирост 5, 10, 15%, не более. Новое поколение, 15, теперь называется Intel Core Ultra, обозначается как 245K, например. Они достаточно странные, они имеют дополнительные ненужные энергоэффективные ядра, чтобы экономить энергию. Нахрена они нужны в настольном компьютере, непонятно. По производительности они не сильно далеко ушли от 13-14 поколения. Плюс они работают только на DDR5, и это DDR5 нам обойдется плюсом 20 тысяч рублей по сравнению с DDR4, стоимость нашего компа. Почему i5 12600K? Стоит он примерно 14-16 тысяч, при этом, во-первых, теперь i5 это 12600K, это 10-ядерник, он заменил собой i7. То есть из многоядерных бюджетников со встроенной графикой, что очень важно, он самый производительный. Самое главное, в 12 поколении теперь новый техпроцесс и в разы больше кэша, чем у предыдущих поколений. 10-11 поколение проходим мимо стороной сразу же. И он теперь поддерживает новый тип памяти DDR5, что в принципе пофиг, на производительность почти что никак не влияет, но важно, что он поддерживает DDR4. Во-вторых, i5 12600K имеет платформу, ту, которую я назвал, LGA 1700. То есть вы через год сможете проапгрейдить свою машину на более мощный Intel Core i9 14900K. То есть сразу на 3 поколения вперед прыгнуть. И получить заметный прирост производительности. То есть это в целом от 14900K, то есть i9, по сравнению с нашим с вами процессором, производительность даст на 40%.
А добавив карту какую-нибудь NVIDIA RTX 5070 Ti, вы получите очень приличный игровой комп, я скажу вам. В-третьих, i5 12600K имеет встроенную графику GPU. Это значит, вам на первых порах можно обойтись без видеокарты. И в-четвертых, в отличие от 13-14 серии, Intel, которые раскаляются просто как печка и требуют системы жидкостного охлаждения, на с вами 12600K можно охладить обычным башенным кулером, который супер вообще бюджетный, стоит вообще копейки по сравнению системами жидкостного охлаждения. Поэтому, если мы берем i5 12600K, там есть 12600KF, который еще дешевле, но он без графики, поэтому смысла в нем нет. Он всего лишь там на 1000 рублей дешевле, но вы потеряете поддержку QuickSync. Ну, если уж брать производительный процессор на, конечно, 12 поколении, то это i7 12700KF. Но это уже понадобится еще и видеокарта, это уже другие деньги, он дороже на 10 тысяч и так далее и тому подобное. Поэтому что очень важно, для нашего с вами i5 12 поколения подойдет DDR4. Это будет экономия 20 тысяч рублей по сравнению с новыми процессорами, в которых обязательно должна стоять DDR5. Ну а для производительного компа мы также возьмем Intel. Собственно говоря, я бы так не стал делать, если бы в 2025 году Intel от безысходности не выпустила бы Core Ultra 7 270K+, который стоит около 30 тысяч рублей. Это то же самое, что Ultra 9 285K, то есть это тот же самый процессор. Разница у них лишь в чуточку большей частоте у 285K, но при этом у 270K плюс новые инструкции, и он уделывает 285 вообще во всех рабочих задачах. При этом он еще и в 2 раза дешевле. Вот. Intel Core Ultra 7 270K+, на сейчас это, наверное, лучшее решение для рабочих задач из всех процессоров, вообще всех, любых Intel и AMD. Тот же Monster AMD Ryzen 9, это 9950, который X3D2, стоит в 3 раза дороже, но при этом уступает во всех рабочих задачах, кроме Photoshop. И то там разница совсем будет небольшая. У 270К плюс есть пару минусов. Во-первых, придется покупать оперативку DDR5, которая заметно дороже DDR4. Во-вторых, он построен на платформе старой Intel LGA 1851, которая дальше не пойдет и закончится на этом же процессоре. То есть в будущем купить новый, более мощный процессор и ставить его в наш существующий комп не получится. Апгрейда не будет. С этим компом вы так и будете жить до победного. То есть радует то, что в целом хватит его лет на 5 точно, 100%. И да, выйдет или уже вышел в 2027 году Intel Ultra 7 365K, у которого будет немного больше ядер, но он будет сильно дороже и подешевевшего 270К плюс. А производительность не сильно, собственно говоря, будет у него выше. Сильно выше будет производительность у флагмана Ultra 9 385K за счет того, что ядер будет, наверное, в 2 раза больше. Но вот производительность на одно ядро не сильно вырастет, а вот цена будет у него разы больше, раза в 3 дороже. Поэтому именно для рабочих задач Ultra 7 270К плюс очень долго будет одним из, не знаю, самых выгодных и удачных решений. Но не для игр, конечно же. То есть, если вы смотрите каких-нибудь блогеров, которые игры тестируют, 270К плюс там, конечно, не самым лучшим образом себя показывает. И да, мне сразу скажут, а как же i9 14900K? Он же мощнее. Да, он, собственно говоря, ну, не сильно мощнее, да, и учитывая постоянный брак, то горят они, знаете, как факелы в темных пещерах. Ему надо здоровую, мощную систему водяного охлаждения, дорогущую, и ценник на него конский до сих пор, то, собственно говоря, ну его нафиг, это 14900K. Вот, ну или когда он прям совсем в цене упадет, потом просто его имеет смысл как для апгрейда взять в существующую систему, потому что он поддерживает DDR4. В общем, такие дела. Материнская плата. Производитель, то есть бренд, совершенно не важен. Времена, когда производители халтурили, давно прошли. В магазине, конечно, попытаются вам продать более такую дорогую, типа, сказав, что вот она более качественная, типа вот Asus, вот он Gigabyte, вот они лучше делают. Это полная ерунда. Asus, Gigabyte, Polit, MSI и так далее. Берите любую. Что действительно важно, так это количество фаз питания VRM. Критически важно для стабильности и долговечности системы. Больше фаз отвечает, что нагрузка распределяется равномерно. Это снижает нагрев компонентов, предотвращает тротлинг, то есть падение производительности и тормоза. Вот, и обеспечивает надежную работу. Чем мощнее процессор, тем больше фаз ему нужно. Среднепроизводительные ПК, например, наш 12600K, оптимально это 8-12 фаз. Мощные рабочие станции, как наш Ultra 270К+, там лучше 12-16 фаз и более. Не всегда стоит верить маркетинговым схемам. Там иногда пишут 12 плюс 2,
типа фаз. Чаще всего реальное количество фаз ядер процессора можно определить, посчитав такие дроссели, такие, знаете, вот кубики, катушечки вокруг процессорного разъема. Вот так по кругу они стоят, их количество как раз и будет количеством фаз, которые есть. Смотрите, чтобы обязательно на зоне VRM, возле процессора, были радиаторы. Тут все очень сильно греется, и система может тротлить. Радиатор улучшит работу. Материнки бывают разных размеров, обязательно учитывайте это при выборе корпуса. От размера также еще зависит количество разъемов для оперативной памяти. Но это не так важно, нам нужно всего лишь 2, не больше. Важно, если будете брать процессор со встроенной графикой, то есть на первое время обойдетесь без видеокарты, важно, чтобы у материнской платы был обязательный выход на видео DisplayPort, а не HDMI. Также обратите внимание на разъем питания процессора вверху платы. Стандарт для хороших процессоров это 8 пин. Там вот сверху такая вот коннектор будет сокет. Там должно быть 8 вот этих штучек. То есть либо 4 плюс 4, либо один такой 8 пиновый. Но если планируете в будущем апгрейд на какой-нибудь супермощный процессор, например, i9 14900K, то обязательно берите 8 плюс 4, либо 8 плюс 8. И еще один нюанс. Не то чтобы это важный, но это подключение накопителей. Существуют следующие интерфейсы. SATA 2.5 и M2 SATA. У них максимальная скорость ограничена 500-550 мегабайт в секунду. NVMe PCI Express 3.0, да, то есть он развивает скорость до 3500 мегабайт в секунду. А PCI 4.0, он стандарт совершенно новый, он уже скорость 7500 мегабайт в секунду занимает. В общем, также есть 5.0, но это уже как бы это уже 14-15 тысяч мегабайт в секунду, нам такое не надо. То есть, собственно, если у вас PCI 4 есть, то все супер, да, вот. Но в целом для простого компа хватит даже PCI Express 3.0. Вот, слот, обязательно слот M2. Такой сейчас обычно на любой материнке есть, в этом плане вы как бы не пропустите. Очень важный элемент материнки это чипсет. Каждая линейка процессоров требует свой определенный чипсет. Если вы купили материнку с чипсетом для старого процессора Intel, то в такую мать процессор AMD уже не получится поставить. Также, скорее всего, не получится и поставить самый последний новый процессор Intel. Поэтому всегда проверяйте совместимость вашего процессора, с каким чипсетом он дружит. У Intel чипсеты бывают разных типов и обозначаются буквами там H, B, W, Q и Z. Промышленные чипсеты W и Q проходим мимо сразу же. Да? Дальше у нас есть самый простой, дешевый и слабый по питанию. Это H, например, H610. Такой мы не берем ни в коем случае. Золотая середина B, например, B760. И топовый производительный с хорошим питанием для мощных процессоров, и еще с возможностью разгона процессоров, это чипсеты с серии Z, например, Z690, 790. Материнские платы для нашего i5-12600K должны иметь чипсет 6 серии, то есть и выше. H610, H770, B760, Z690, Z790. Даже если собираем бюджетное решение, то H610 брать не надо никакой, только B760 и выше. Если для будущих апгрейдов, для мощных процессоров, которые в будущем будете ставить, сразу берите Z690 либо 790. Если прям надо максимально прям дешево, но без возможности апгрейда, то берем чипсет B760. Обязательно с радиаторами, где у нас разъем питания. Вот есть там рядышком радиаторы, прям, чтобы должны быть. Чем больше, тем лучше. И обязательно 8 пин питания, то есть либо 4 плюс 4 с памятью DDR4. Например, вот плата отличная MSI Pro B760M DDR4 обязательно, она где-то 8 тысяч примерно стоит. Вот. Если собираем систему с возможностью будущего апгрейда на мощный, там, не знаю, i7, i9, то берем тот же сокет LGA 1700 на чипсете B760Z790, обязательно с радиаторами также, да, питание на плате, но уже с разъемом питания 8 пин плюс 8 пин, либо 8 плюс 4. То есть 8 плюс 4 для 14900K хватит за глаза. Вот. Помним, что есть вариации с DDR5, нам нужен DDR4. Для нашего производительного компьютера на 270К+, берем сокет LGA 1855 на чипсете B860, Z890. Обязательно с радиаторами, обязательно с разъемом питания на плате 8 плюс 8 пин. Это минимум. Память, увы, придется брать только DDR5. Если надо уложиться до 20 тысяч рублей за мать, то это, например, ASRock B860
Pro RS, MSI Pro B860p Wi-Fi или Gigabyte B860M DS3H. Но брать я бы их не стал. Чтобы использовать весь потенциал, берите на Z890 чипсете. Это такие материнки, как переплатить обязательно рекомендую. Это ASRock Z890 Pro RS, Gigabyte Z890 Aorus Elite, MSI Max Z890 Tomahawk. Оперативка, о да, вот это самая жопа. Увы, рынок оперативки сошел с ума из-за мыльного пузыря с нейросетями, и цены улетели просто в космос. Выросли в 5-7 раз. Это новая реальность, и ждать, что они скоро упадут, не стоит. 26-27 года цена точно не упадет, а только вырастет. Поэтому, если нужен комп сейчас, увы, придется брать по адской цене. Что сейчас на рынке есть у нас? Это два типа DDR4 и DDR5 новые. Разница в производительности между ними для нас с вами, для рабочих задач, разница 3%, не больше. Но при этом DDR5 в 2 раза дороже. Чем выше частота у нее памяти, например, 3600 МГц, она будет работать быстрее, чем 2600 МГц. Но в фоторедакторах это тоже, как бы, знаете, не сильно влияет на скорость. Но меньше, чем 3200 МГц брать точно не надо. А вот что важно, так это тайминги. Тайминги пишутся в виде строки двузначных цифр, например, там 19, 19, 19, там 43. Из всех цифр нас интересует в основном первое, это задержка. Чем цифра задержка меньше, тем память будет быстрее. Современные процессоры i3, i5, i7, ультры тоже, они двухканальные, то есть эффективно используют только два слота. Затыкать все 4 смысла нет, поэтому если купите 8 гигабайт плюс 8 гигабайт, чтобы получить 16 гигабайт, в будущем для апгрейда придется продать обе плашки и заменить их на 16 плюс 16 гигабайт. Если у вас стоит 8 плюс 8, то вот 8 плюс 8. Еще 2 по 8 ставить не надо. То есть лучше все продать, купить 16 плюс 16. Все 4 слота имеет смысл затыкать, если нужен максимальный объем в 128 гигабайт, иначе так делать не надо. Для средней системы можно брать две неодинаковые плашки в целом, да, то есть, например, 16 гигабайт плюс 4 гигабайта или 16 плюс 8 гигабайт, тогда они будут работать в режиме Flex, который не сильно уступает двухканальному режиму, но помню, что система в целом будет работать в темпе той плашки, которая самая слабая, то есть вот производительность будет по ее максимуму идти. Вот. А может быть такое, что планки памяти, купленные отдельно, могут плохо между собой дружить друг с другом. То есть производитель тестирует в комплектах их несовместимость друг с другом. Поэтому лучше брать сразу комплектом. Но если бюджет ограничен очень сильно, то сначала возьмите одну, а потом докупите другую. Ну, конечно, желательно примерно такую же. Сейчас базовым стандартом считается 32 гигабайта. Самый прожорливый фоторедактор — это Lightroom. В моменте может съедать 12, 14, 16 гигабайт, поэтому 16 гигов — это прям мало. Это прям впритык, это будет тормозить систему. На Windows нет такой оптимизации, как на Mac, где 16 гигабайтов можно спокойно, счастливо жить. Для нашего бюджетника берем 32 гигабайта DDR4, две плашки, 16 плюс 16 гигабайт. То есть можно уложиться примерно в 16 тысяч. Но если денег прям нет, берем одну 16 гигабайт и купим еще на одну такую же плашку. Потом докупим ее. И тут очень важное уточнение. Если вы используете графику встроенного процессора, то есть без внешней видеокарты, да, то очень важно два момента критических. Первое. Обязательно нужен двухканальный режим. Чтобы графика хорошо процессора работала, нужно, чтобы было две плашки оперативной памяти. То есть обязательно должно стоять минимум две плашки. Например, 2 по 16 гигабайт, а не одна по 32 гигабайта. Встроенная графика не имеет своей памяти и забирает ее из АЗУ. Двухканальный режим удваивает скорость обмена данными, что критично для видеоядра. Второе. Это объем памяти. Выделите системе минимум 32 гигабайта оперативной памяти, так как часть этого объема, она уйдет на нужды графического ядра. То есть, если сидим без отдельной видюхи, то две плашки по 16 гигабайт это просто обязательно. Если будем брать хотя бы самую простую видюху, то временно можно посидеть на одной плашке с 16 гигабайтами памяти. Временно. Этого хватит. Но в голове держим, что придется в ближайшем времени будет ее докупить. Ну, а для производительного компа рекомендую 64 гигабайта DDR5. Лучше сразу это две плашки по 32 гигабайта. Цену даже не буду произносить. Если возьмете 32 гигабайта одной плашкой, надеюсь, что потом еще 32 купите, лучше не стоит так делать. Берите сразу 2 по 32. Дальше память будет только дорожать. Жесткий диск. Ну, вернее, накопитель, так как покупать будете все-таки SSD. Для системы лучше брать SSD-диск не меньше 1 терабайта. Брать 500 гигабайт под кэш Adobe вообще не имеет большого практического смысла. Система временные файлы Photoshop забьют его просто под завязку за пару недель. При этом еще критически важно оставлять
свободными 10-15% места для корректной работы накопителя, любого. То есть неважно, там у вас HDD, SSD, минимум 10-15% всегда должно быть свободненькими. То есть диск не должен быть красненький. Вот. А вот для фотографий и архивов можно брать дополнительный именно жесткий диск. То есть не SSD, а жесткий диск, как архив. Но также не меньше 2 терабайт, иначе не очень, в принципе, это будет выгодно. Да? То есть терабайтные жесткие диски, это вообще максимально невыгодно, брать их не надо. Вот. Про АБУ я вообще молчу. То есть что там с ним было, с этим диском, вообще непонятно. Вот. Да и в целом, даже 2 терабайта, это в целом немного, если будете много работать с фотографиями, и уж про видео вообще молчу. Вот. Вопреки расхожему мнению и рекомендации о том, что чем быстрее диск, тем быстрее работает система, это ну, не везде так. Игры, да, работают быстрее. Lightroom и Photoshop будут работать с фотографиями одинаково. Стоит у вас система на SSD через PCI Express 3.0 со скоростью там 3000 мегабайт в секунду, или у вас же какой-нибудь SSD PCI 4.0 со скоростью 7000, то есть в 2 раза больше. Сама программа быстрее загружаться будет при старте. Комп будет то же самое при старте быстрее загружаться, но на работу с фото не повлияет никак. Поэтому супер самый быстрый SSD брать не всегда имеет смысл. То есть также не имеет смысла брать SSD старого образца именно под систему, подключать через SATA 2.5. Конечно же, так не надо делать. Лучше взять современный, подключить через M2 слот, минимум PCI Express 3.0, то есть который, в принципе, сейчас уже у любой материнской платы есть, как в стандарте стоит. И скорость чтения SSD диска берите не ниже, чем 3000 мегабайт в секунду. И что действительно важно, чтобы у SSD было DRM буфер памяти или хотя бы высокоэффективный HMB кэш. И избегайте памяти обязательно типа QLC, такие не берем. Тут, конечно, не стоит экономить на непонятных накопителях от непонятных китайских производителей. Во-первых, от этого зависит жизнь вашей системы. Во-вторых, кэш программ, что напрямую влияет на их скорость. И, да и просто будет неприятно, если вдруг комп внезапно вот ни с того ни с сего у вас сдохнет, а у вас там все фотографии и вся работа встала. Для нашего производительного компа я бы рекомендовал обязательно через слот PCI Express 4.0. Не буду здесь ничего уникальным. SSD от Samsung 990 Pro на 1 терабайт. То есть 990 Pro это стандарт. Вот как бы самый надежный, самый быстрый, самый лучший. Собственно говоря, самый лучший, вот его и берем. Вот. Но будьте внимательны, остерегайтесь подделок, потому что подделок очень много на него, поэтому покупайте только у проверенных продавцов. Как вариант на замену Samsung это Kingston KC3000 или Crucial T500. Естественно, берем минимум 1 терабайт. Если это сильно по бюджету напрягает, то чуть сэкономить можно, взяв Samsung 970 EVO серию, да, плюс 1 терабайт, либо Adata XPG Gaming S50 Lite, также на 1 терабайт. Что брать для нашего бюджетника? Выбора на самом деле немного. То есть я рекомендую, если прям денег совсем нет, берем Adata XPG SX 8200 Pro, обязательно Pro. В целом можно ужаться и взять 512 гигабайт в районе 5000 рублей. Но нужно будет выработать вся привычку. То есть вот вы закончили проект, зашли в настроечки кэш-адоп в каждую программку и почистили его. Вот каждый раз так надо будет делать. Вот. Либо просто докиньте там 3-4 тысячи сверху, возьмите на 1 терабайт такой же диск. Что касается жесткого диска под файлы, ну тут правило одно. Избегайте черепичной записи SMR дисков. То есть нам нужны строго классические диски с CMR записью. То есть это главный критерий. По скорости брать можно даже те, что имеют скорость вращения 5400 оборотов. Они даже тише будут у вас работать. Но для бюджетного компа из вариантов на 2 терабайта это Toshiba P300, модель что-то HDV 120 называется, или Western Digital голубые. Вот. На 4 терабайта, как вариант, недорогие, это Seagate Skyhawk. Вот. И также фиолетовый Western Digital на те же самые 4 терабайта. Ну, а если надо прям хороший, четкий, супер надежный, то это Western Digital Red Plus. То есть Red Pro, они быстрее, но они шумнее. Вот. Просто Red Plus, они достаточно тихие, поэтому его рекомендую. Так, держимся, осталось совсем немножко, переходим к блоку питания. Также важная вещь. Хотите, чтобы комп прожил долго и счастливо, то не экономьте на блоке питания. Это, знаете, как у автомобилей. Есть Bentley, Rolls-Royce и все остальные, там, Mercedes, Kia и Lada. Так и у блоков питания есть Seasonic и Superflower. Ну и как бы все остальные. Вот.
Если видеокарты нет, то за глаза нам хватит 500 Вт. Но при этом при добавлении видеокарты блок придется менять. Так что лучше берем сразу же с запасом 600-700 Вт, чтобы там было реально хотя бы примерно столько же Вт, сколько написано. Лучше брать с сертификатом 80+, какой-нибудь бронз или сильвер. Если видеокарта среднемощная, то хватит 650-700 Вт. Если мощная видеокарта, то смотрим в спецификации самой карты, там написано, сколько ему надо. Для мощной, конечно же, придется киловатт брать. Коннектор питания на разных платах может быть разный, то есть подключение. Также разные процессоры имеют свою спецификацию по пинам. Помните, где мы говорили, вот это 4 пин, 8 пин. У видеокарт тоже они разные. Поэтому обязательно смотрите, чтобы количество разъемов и сами разъемы блока питания совпадали с необходимыми разъемами на материнской плате и видеокарты. Вот. Ну, у крутых блоков питания есть опции, такие, знаете, отстегивающиеся кабеля. Собственно говоря, смысла в этом немного, ну, красиво, но за это придется переплатить. Для нашего бюджетного компьютера блок лучше взять с запасом 700 Вт и сертификатом 80 плюс бронз. Это если поставите в будущем просто мощный и немощную видеокарту, например, там, не знаю, RTX 5060. Если будете в будущем ставить RTX 5070, то блок берем на 850 Вт. А если RTX 5080, то 1 киловатт, то есть 1000 Вт. Ну, собственно говоря, это данность, да. И опять же, производитель не то чтобы прям важен, смотрите отзывы, и если прям 100% хотите надежный блок питания, то Seasonic Super Power. Ну и быстро, коротко про видеокарты. Для ретуши она не так уж что прям сильно и важна. Это для нормального видеомонтажа она обязательно. Для фото не то чтобы прям нужна. На встроенные в процессор графики без отдельной видеокарты программа будет работать стабильно. Интерфейс не будет тормозить, но вы столкнетесь с ограничениями при использовании современных и функций. То есть без проблем будет работать эта цветокоррекция, кадрирование, вот эти все базовые ползунки, экспозиция, контраст в Lightroom. Все это будет работать плавно. Работа со слоями, масками, то есть обычная ретушь, там, штамп, восстанавливающая кисть, пластика, Photoshop на файлах примерно до 45 мегапикселей тоже будет работать без проблем. Технология Intel QuickSync есть у Intel встроенное видеоядро для Intel, отлично оптимизировано под софт Adobe, что, собственно говоря, обеспечивает стабильную работу. И также она хорошо работает непосредственно с DaVinci. Что хреново будет работать без видеокарты, так это, соответственно, и функции, то есть всякие, вот они очень медленно начнут работать. Это денойзер, функция нейросетевого шумоподавления в Lightroom, которая на дискретной видеокарте занимает где-то примерно 5-10 секунд быстренько, да, то на встроенной графике может обрабатывать один кадр там 2-4 минуты. Вот. Также тяжелые файлы, панорамы, склейка больших панорам, вот этих вот HDR всяких файлов, работа со сложными PSD-файлами большими, 2-3 гигабайта с множеством там, всяких смарт-объектов. Вот это все будет очень сильно нагружать систему, вызывая микрофризы. И вот для этих вещей видеокарта очень-очень сильно нужна. Вот. Если вы подключите 4К монитор, отрисовка интерфейса Lightroom при быстром перелистывании сотен, так быстренько вот эти RAW-кадры, она может стать не очень плавной. То есть она начнет такая подлагивать. Вот. Поэтому если 4К и большие массивы файлов, много работать, все-таки видеокарту хотя бы в будущем, но я рекомендую взять, даже хотя бы самую простую. Какую взять? Для ретуши фотографий Photoshop и Lightroom однозначно берем только NVIDIA, как я уже говорил. Современные функции типа Adobe, там всякие Denoise, Lightroom, генеративная заливка, вот эти Generative Fill, нейронные фильтры Photoshop, то есть они все используют библиотеки NVIDIA Tensor RT. Карта NVIDIA RTX справляются с ИИ, всякими удаления шума, маски. Они заметно быстрее работают, чем видеокарты от AMD. У NVIDIA есть специальная такая ветка драйверов, называется NVIDIA Studio. Там игровая есть, а есть Studio, которая тестируется именно в рабочих приложениях, там Adobe, Blender, DaVinci. То есть они обеспечивают максимальную стабильность программ и не вылетают при экспорте или применении каких-нибудь тяжелых фильтров. Ну и технология CUDA. Большинство разработчиков графического софта в первую очередь оптимизируют аппаратное ускорение под архитектуру CUDA от NVIDIA. AMD использует открытый стандартный вот этот протокол OpenCL, поддержка которого в продуктах Adobe иногда обновляется сильно позже, а иногда вообще не обновляется и работает менее эффективно. Поэтому для комфортной ретуши фотографий минимальная рекомендуемая видеокарта — это прям минимальная NVIDIA GeForce
GTX 1650 на 4 гигабайта, ну или что типа аналогичного. Для современных и функций, и быстрой обработки тяжелых RAW-файлов лучше, конечно, взять RTX 3050 или RTX 4060. Главное условие — наличие не менее 4-8 гигабайт видеопамяти. Для 4К мониторов, если у вас 4К монитор, а скорее всего у вас такой, я бы меньше 6 гигабайт не брал. То есть какой-нибудь самая минимальная видеокарта, если у вас такой монитор, то это RTX 3050 на 6, а лучше 8 гигабайт. Но если будете работать с огромными файлами, применять к ним всякие фильтры и вообще работать с нейронками, то берем только NVIDIA RTX 5000 серии, там, не знаю, 5070 Ti. Это вот минимальное, чтобы я брал в этом случае. Немножко про кулер. Наш процессор нужно охлаждать, и большой плюс нашего бюджетного i5-12600K это то, что он не горячий. И в отличие от следующих поколений, для сдачи ретуширования фотографий в Lightroom и Photoshop, где процессор работает короткими такими импульсными нагрузками и не греется часами, как в рендеринге, самым дешевым, но при этом стопроцентно достаточным решением будет классическая односекционная башня с 4 теплотрубками и вентилятором 120 мм. То есть они просто стоят копейки. То есть это большое преимущество нашего с вами 12600K. При работе с графикой без разгона, соответственно, реальное потребление у нашего 12600K это где-то 80-100 Вт, поэтому того же, не знаю, ID-Cooling SE224 XTS хватит просто за глаза. Если немножко с небольшим запасиком, то Thermalright Assassin King 120 SE, по-моему, называется. Вот. Но учитывайте, если будете делать апгрейд на i7, i9 13-14 поколения, надо будет менять на более производительный, как для нашего производительного Intel 270K+. То же самое. Тут лучше брать систему жидкостного охлаждения, как суперкулеры, например. Это, конечно, более-менее справляется. Суперкулер — это такая, знаете, большая радиаторная башня с двумя огромными вентиляторами. То есть они плюс-минус остужают, но очень шумные. Поэтому, конечно же, лучше брать систему жидкостного охлаждения типа размера 360 миллиметров. Не знаю, какой-нибудь Arctic Liquid Freezer, третью версию Pro 360. Не забудьте настроить вентиляторы в BIOS, а то выть будет просто на высоких оборотах по-сумасшедшему. Поэтому всегда любой кулер, который вы, соответственно, устанавливаете, обязательно надо настроить. По корпусу тут все зависит от ваших эстетических предпочтений. Но есть пара нюансов. Обязательно берите хорошо продуваемый корпус. Передняя стенка должна быть обязательно открытая с сеткой. Если будете ставить систему жидкостного охлаждения, обязательно уточните, войдет ли она в ваш корпус на переднюю стенку или на верхнюю. Если у вас такой, знаете, обычный башенный кулер, учитывайте его высоту. И от этого берите корпус, толщину корпуса соответствующей ширины. Как правило, обычные всякие кулеры, которые мы с вами рассматриваем, имеют стандартную высоту и входят почти в любой стандартный корпус. Хорошо продувайте корпус вентиляторами и создайте избыточное давление на вдув. То есть мы ставим, чтобы вдувало 1-2 вентилятора, должно быть больше, чем выдувало. То есть если у вас на вдув 3, на выдув 2. То есть, например, на вдув 2, на выдув 1. Помните, тихий компьютер — это не тот, который закупорен в шумоизоляцию, где мало вентиляторов, а тот, где стоят хорошие вентиляторы, и они правильно настроены по оборотам через BIOS. Ну и буквально пару слов про мониторы. Не экономьте. В отличие от ваших компьютеров, монитор проживет очень долго. Ни один комп он переживет. Если что, можно всегда его на кухню как телевизор повешать. Поэтому учитывайте, что вы его лет 8-10 на 10 берете, пусть высокая цена вас не сбивает. То есть вот дорогая цена монитора, оно того стоит. Поэтому не экономьте. Берите 32 дюйма, без вариантов. Поверьте, если кажется, что зачем такой здоровый, то для ретуши чем больше, тем лучше. Ибо вы не только, собственно, прыщи будете замазывать, да, в увеличении, но и отбирать фотографии. А нет ничего лучше, чем вывести сразу много фоток на дисплей и одновременно, чтобы всех нормально посмотреть и выбрать. Это очень важный момент, потому что зачастую на отбор времени уходит даже больше, чем на ретушь. Плюс вертикальные фотографии удобнее ретушировать вот, в полный рост вертикальную на большом мониторе. И так далее и тому подобное. Очень много причин, почему именно 32 дюйма. Возражение: мне такую махину ставить некуда. При кажущейся огромной разнице в размерах, вживую физически разница между 27 и 32 минимальна. Разница, конечно же, только в цене будет, это да. Вот, собственно говоря, вы даже не заметите разницу на столе у себя. И да, 24-25 дюймов, они просто бесполезны. Даже не смотрите. Да, они дешевле, собственно говоря, если денег вообще нету, смотрите такие БУ на Авито. Потом за эту же самую цену продадите. Ключевые параметры, на которые стоит смотреть, ибо самих моделей очень много, перечислять все замучаешься. Но важные моменты. Матрица только IPS. Она обеспечивает точную цветопередачу и широкие углы обзора. Избегайте TN-матрицы, это само собой понятно, и OLED.
Они менее стабильны, хуже калибруются, имеют падение яркости под углом и так далее. Запомните, только IPS. Разрешение и диагональ, ну тут, собственно говоря, не меньше 4К для 27 и 32 дюймов. Цветовой охват, это для работы нам нужен sRGB, и 100% охвата хватит. Глубина цвета, естественно, 10 бит. Ну, как правило, большинство мониторов сейчас 8 бит плюс FRC. То есть для плавных градиентов, без лесенок и пастеризации это все нормально. То есть такой монитор можно брать. Не обязательно именно прям трушный 10-битный. 8 бит плюс FRC тоже подойдет. Точность калибровки тоже очень важный момент. Называется дельта E. Отклонение от цвета по эталону должна быть не больше 2. Собственно говоря, и яркость желательно не меньше 350 кандел на метр для обычного офисного дизайнерского монитора. Исключением будут специальные мониторы для ретуши. Они очень дорогие, и там примерно 250 кандел на метр у них идет, потому что по стандартам полиграфии и фотоиндустрии обработка изображения должна происходить при яркости монитора примерно, специального монитора, примерно 100-160 нит. Собственно говоря, это не станет проблемой соблюдать базовые правила организации рабочего места, не сидеть напротив окна и так далее. Ну, есть модели со встроенными всякими калибраторами, это тоже большой плюс, но также большой плюс к цене. По производителям это Asus ProArt, Dell UltraSharp, это BenQ, у них там всякие линейки DesignView, PhotoView, можно смело брать, там, не знаю, MSI Summit. Вот что не надо ни в коем случае брать, так это AOC, то у них есть одна линейка дорогущая AOC Graphic Pro. Вот их еще можно, я бы тоже не стал брать. Также избегаем Samsung, Digma, Sunwind, Lime, там, Statica, Xiaomi ни в коем случае. Вот эти Thunder Robot, мишенники или как-то. Вот, короче, всю эту хреноту китайскую. Они делают классные игровые мониторы, но в цвет они не умеют, не берем. Итак, подытожим. Если денег прям вообще в обрез или вообще нету денег, да, а надо срочно здесь и сейчас комп, то берем бюджетную конфигурацию с Intel 12600K, 32 гигабайта DDR4 без видеокарты и монитор 24 дюйма IPS на Авито смотрим. По тем параметрам, которые я выше сказал. Хочется сэкономить место в комнате и хочется Mac, ну, денег в обрез, то Mac Mini M4 16512 плюс монитор. Обязательно минимум 27 дюймов и 4К. Для Mac диагональ меньше, например, 24 дюйма. В этом смысла нет никакого из-за крошечного рабочего пространства. А разрешение 4К обязательно, иначе интерфейс macOS будет у вас просто размытым. То есть работать не сможете. Поэтому минимум 27 дюймов и 4К. Например, из доступных идеально подойдут Asus ProArt. Вообще, в целом, Asus сейчас самые оптимальные по цене. Вот это PA279 CRV. Отличный монитор. И у него, кстати, он подключается комплектным кабелем с Type-C. В меню монитора есть встроенный специальный профиль для MBook, для макбуковских этих самых макбуков и Apple в целом. Вот. То есть они идеально синхронизируют цветопередачу экрана с алгоритмами macOS. Вот. Если есть возможность добавить денег, лучше возьмите Mac Mini M4, 24 гигабайта оперативки 512. Вот. Ну а если у вас серьезная работа с видео и монтаж роликов в очень высоком качестве, то, конечно, переплатите за Mac Mini M4 Pro. И самое главное, если видео занимаетесь, обязательно перейдите на софт от Apple, Final Cut Pro. Если Mac не нужен, но бюджет все равно ограничен, то конфигурация Intel 12600K с такой, знаете, нормальной материнской какой-нибудь платой, да, вот Z790, 890. Под апгрейд берем 32 гигабайта DDR4 и RTX 3050. И монитор тот же самый, что и для Mac Mini, тот же самый Asus ProArt дисплей PA279 CRV. Вот. Ну, либо 32 дюйма Asus ProArt PA329 CV. И потихоньку можно его, как, собственно говоря, апгрейдить. Если нужен прям производительный комп для ретуши, то это, конечно, конфигурация с Intel Ultra 270K+, 64 гигабайта DDR5 и видеокарта RTX 4070 5060 на 16 гигабайт обязательно. 5060 на 8 гигабайт не берите ее ни в коем случае. И, соответственно, под монтаж, то придется разориться на RTX 5070. Будет недешево, сразу предупреждаю. Если нужен ноут, то самый бюджетный, то есть вот прям вот денег вообще нету, но нужен ноут, то это MacBook Air M3 16512. На винде не ищите аналогов, нет. В целом Windows Note советовать для ретуши очень сложно. Вот. Если все же именно Windows Note зачем-то и максимально бюджетно, но с нормальным более-менее экраном, чтобы он был, на экране там можно было ретушировать, то какой-нибудь, не знаю, это Lenovo ThinkBook 26 года с Core Ultra X7 на 358H
32 гигабайта оперативки, графика Intel Arc B390, и это будет заметно дороже и хуже, чем MacBook Air M4 16512, поэтому смысла вообще не вижу. То есть MacBook Air вот без вариантов. Если есть возможность потратить больше, то MacBook Air я бы не стал брать. Не сильно дороже стоит MacBook Pro 14 дюймов, также на простом M4. Но 24 гигабайта 512, с учетом, если будете подключать их к монитору для основной работы, то вполне себе хорошее решение. Но опять же, повторюсь, лучше возьмите Mac Mini M4. Если планируете обойтись без внешнего монитора, чего я делать крайне не советую, но бюджет ограничен, то старичок MacBook Pro 16 M1 Max 32 гигабайта оперативки и терабайт SSD. Его еще можно найти до 120 тысяч рублей новым. Это всяко лучше всякого MacBook Air M4, который примерно столько же стоит. Если бюджет позволяет, и вы также в основном будете подключать к монитору, то MacBook Pro 14 дюймов, M4 Pro 24 гигабайта 512. Также, в принципе, пойдет вариант. Ну, как бы, нужен вам MacBook, именно MacBook, ну, вот такой рассмотрите. Вот. Но Mac Mini M4 Pro все равно логичнее, выгоднее взять, чем MacBook любой. Если смотрите производительные ноутбуки, то MacBook Pro 16, M5 Pro, либо M4 Max. Если надо крутой Windows Book, да, они есть. Он будет дороже, конечно, макбуков. Примеры смотрите в разделе, где мы с вами говорили про ноутбуки Windows. Такие дела. Надеюсь, было полезно. Я очень старался. Видос получился очень большой. Поэтому с вас обязательно комментарий. И, конечно же, напишите обязательно, что же вы выбрали для себя, что вам более удобно. Вот. И почему вы так сделали. Ну и до встречи в следующих видосах.